Здравствуйте, мои дорогие подписчики и, конечно же, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих», где есть ответы на любые ваши вопросы. Каждый расклад, который я делаю, содержит ответы на вопросы. Если есть вопрос и вы хотите найти ответ, просто выбирайте видео или по теме, или вот у меня есть и прогнозы на неделю, и прогнозы на каждый день, советы на каждый день, и в каждом из них есть ответы. Если вы выбрали какое-то видео, то 99,9% ответ на ваш вопрос есть в этом видео, потому что вы его притянули. Ведь по большому счету ваша жизнь – это ваши мысли, ваша концентрация и, конечно, в зависимости от ваших мыслей, ваши действия. Что вы излучаете, то вы и получаете. Поэтому обвинять кого-то или что-то в том, что у вас что-то отсутствует, в том, что у вас чего-то нет, ну просто бесполезно. Да, я знаю, что очень большинство людей, к сожалению, живут в состоянии жертвы. И они все время обвиняют или кого-то, или что-то в том, что нет успеха. При таком подходе, к сожалению, получиться что-то не может, вряд ли. Вот, я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но исходя из моего опыта, я знаю, что именно мои мысли и моя концентрация притягивают то, что со мной происходит. Много примеров могу приводить, не хочу загружать ваше внимание моими задачами. Будем сегодня рассматривать, какие же задачи будут у вас в следующем месяце, в месяце июне. И сейчас это стихия вода. И знаки, знаки зодиака, раки, скорпионы и рыбы. Не забывайте про акцендент. Акцендент, да, влияет на ваше внутреннее состояние, соответственно, влияет на вашу концентрацию и мысли, и влияет на то, что с вами происходит. Поэтому всегда советую смотреть ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. В конце видео, как всегда, карта на исполнение желаний из колоды, которую я создала, из моего оракула, можно сказать. Ну и, как всегда, давайте сконцентрируемся на себе любимых. Вода – это и моя стихия тоже. Мои подписчики знают, что я рыбка. Так что концентрируемся на себе любимых. Делаем себе комплимент, хвалим себя и, конечно же, улыбаемся. Помните, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы получаете от Вселенной. Но я, конечно же, на себе не концентрируюсь, потому что я концентрируюсь на вас, на вашей энергии, которую вы излучаете. И исходя из того, какую энергию вы излучаете, карты показывают, что же может произойти и что же с этим, собственно говоря, делать. Надеюсь, вы улыбаетесь. По одной карте на каждый знак зодиака, как всегда, и общая карта для стихии совет. Ну что, раки, смотрим, какой же может быть ваш июнь. Ваш июнь будет полон действий. Вы будете стараться сделать невозможное для того, чтобы пробить стену, которую сами себе и построили. Что это значит? Это значит, что вы слишком много захотите сделать сразу в июне. Но когда вы хватаетесь за все и сразу, результат получается минимальный.
Карта говорит о том, что усталость от неправильного принятия решений может присутствовать. Это не то, что неправильное принятие решений, я неправильно выразилась, простите меня, пожалуйста. Усталость от того, что не расставлены приоритеты. Я вижу некоторых из вас, что вы безотказны. Раки очень добрые, и я знаю, что очень многие раки, не все, но очень многие раки действительно безотказны. Что их не попросишь, они всегда соглашаются помочь. И это здорово. Помогать надо, по крайней мере, если вам это, вы чувствуете, что вы этого хотите, помогать таки действительно было бы здорово. Тут нет, я иногда не выражаюсь именно из ваших мыслей, потому что я не признаю вот это слово «надо». Дело в том, что когда просят о помощи, и я даже видео снимала на эту тему, на моем канале есть «Скажи нет для собственного счастья», и это говорит о том, это видео говорит о том, что для помогать это здорово. Идти навстречу людям это здорово, но оно никогда не должно идти вразрез с вашими интересами, с вашим временем и с тем, что происходит у вас. Оно должно гармонировать. Если нет гармонии, идет вот это чувство тяжести, потому что вы не отказались, вы согласились помочь, но по какой-то причине, причины могут быть разные, вы не хотите оказать эту помощь, или не можете, или у вас не хватает времени, или это очень сильно вас может напрячь, и, соответственно, вам надо перетасовывать все ваши планы. И вы, получается, да, вы окажете эту помощь, все сделаете, но первое, не будет того результата, если бы вы это делали с удовольствием и с вашей возможностью. Вот. Ну и, конечно, оно даст вам моральную усталость. Я знаю, я также была такой, и, соответственно, получалось, что да, меня о чем-то просят, я соглашаюсь, а потом хожу и мучаюсь, потому что вот не хочу. Не потому что люди не нравятся, не потому что людей не люблю, не потому что не хочу помогать, другие обстоятельства. И тут получается, что это идет вразрез с комфортом, даже при том, что вот работа, бизнес, не знаю, карьера, творчество, как только оно дает дискомфорт, получается, что нет того результата. Поэтому смотрите, расставляйте приоритеты, и если действительно надо сказать «нет», говорите «нет». И я знаю, что мы сразу начинаем извиняться, но это уже ваш выбор, извиняться, не извиняться. Но опять же, если человек, которому вы откажете, нормально к вам относится, то он или она поймут вас. Поэтому расставляйте приоритеты месяц, когда надо будет очень осторожно и скрупулезно расставлять приоритеты. И касается это и работы, карьеры, и бизнеса. И касается это и межличностных отношений. По здоровью. Если вы здоровы, если у вас все в порядке со здоровьем, я уже сказала, смотрите осторожно, чтобы не перегрузить себя. Перегрузите себя от моральной усталости, от стресса, да, может начаться психосоматика, если не поймете, что это психосоматика, можете привести себя именно и к каким-то заболеваниям. По жезлам это давлением, по жезлам это ослабевание иммунной системы, а когда ослабевает иммунная система, подхватить можно все, что угодно. Поэтому следите за уровнем стресса, который вы будете в себя допускать в июне. Долго я рассказывала все, что видела, и пыталась уберечь вас от действительно
стресса и ухудшения самочувствия. Ну что, скорпионы, смотрим, что же у вас. Прорыв у вас, мои дорогие. Прорыв связан даже не с вашими действиями, а связан с тем, что вы очень правильно провели анализ всего, что с вами происходит. И, соответственно, смогли сделать приоритеты, расставить приоритеты. И карта говорит о том, что в ближайший месяц, в июне, все у вас в руках, все вы, скорее всего, распланировали, и вперед, и только вперед. Единственное, что не позволяйте опытам прошлого мешать вам. А тут могут быть ситуации, когда вот эти дракончики из прошлого будут говорить вам, ну вот я извиняюсь, так я это увидела, потому что здесь дракон и меч, а это туз мечей. И, соответственно, получается, что вот эти самые внутренние голоса из прошлого, из прошлых опытов иногда нам мешают. Все идет хорошо, все идет здорово. А мы вдруг возвращаемся куда-то и думаем, ой, только бы вот это не произошло. И тут у нас начинаются сомнения, и эти сомнения, эта концентрация может и притянуть, вот только бы это не произошло. Я вам хочу сказать, я все-таки расскажу свою историю. Я жду новую машину. Уже время поменять машину. Ну, а на моей ласточке я еще езжу. И я все время концентрировалась на том, хоть бы ты проехала до того, как придет машина. У нас сейчас машины надо ждать. И что вы думаете? Моя машина вчера остановилась. Что, ну, ничего страшного, я же говорю, это всего лишь машина. Это, ну, конечно, это эвакуатор, это уже нервы, это уже, конечно, и расходы. Но мне даже некого винить в этом. Сама я притянула это тем, что я концентрировалась именно на том, хоть бы ничего не поломалось до того момента, как я возьму новую машину. Вот вам, это пример того, как нельзя мыслить. И это я при всем том, что я работаю над собой, и я прекрасно понимаю. Но я такой же человек, как и вы. Поэтому смотрите, о чем вы думаете, на чем вы концентрируетесь, и не позволяйте вот этим вот голосочкам мешать вам двигаться. Для здоровья прорыв. Для тех, у кого есть какие-то заболевания, прорыв именно по той причине, что кроме лечения вы еще и проанализировали, что же с вами происходит, и поняли, что вам надо, знаете, как спасение утопающих, дело самих утопающих. Помните об этом. И вот тут вы действительно проделали эту работу, идет улучшение здоровья. Не поддавайтесь стрессовым ситуациям, также можно сказать по этой карте, потому что все будет двигаться очень быстро, и стресс может вам помешать. Рыбки мои дорогие, давайте посмотрим, что же у вас. Ну, могу сказать, что у вас прекрасный месяц впереди. У вас месяц, когда можно изменить все. Это девятка пентаклей, это смена статуса. Для тех, кого интересуют личные отношения, если вы в поисках или в ожидании своей второй половинки, смена статуса – это прекрасное, продуктивное знакомство. Если вы уже встречаетесь, то если вы девочка, будьте готовы, что, в принципе, если вы мальчик, вам просто придется действовать. Больше шанс, что вам придется действовать для изменения статуса отношений, для улучшения отношений. Ну а если вы уже встречаетесь, то
думаю, что мальчик уже задумывается над тем, чтобы попросить руки и сердца. Или совместное проживание, ведь каждый из нас выбирает свой тип отношений. Есть люди, которые не хочу ничего знать, хочу замуж или хочу жениться. Есть люди, которых устраивает так называемый гостевой брак. Это когда люди просто встречаются с промежутком какого-то времени и прекрасно проводят время вместе. Есть люди, которые им нравится только иногда встречаться, ведь мы все разные, и у каждого из нас свой подход. Главное не давить. Вот тут еще смотрите, не давите ни на партнера, ни на партнершу. Просто относитесь к ним так, как вы хотите, чтобы они относились к вам. Ну и, конечно, если уже есть кольцо, то для девочек это еще карта невесты. Так что будьте готовы, если говорить о работе, если вы в поисках новой работы, больше усидчивости. И, конечно же, по этой карте смена статуса вы найдете ту самую работу, которая вам интересна и которая будет приносить вам. Но я не говорю самый большой доход, потому что это все-таки не десятка и не туз, но по девятке пентаклей она будет приносить вам хороший доход, который вас будет, по крайней мере, на начальном этапе на этой должности устраивать, если у вас свой бизнес. Будьте готовы к тому, что вы перейдете на новый уровень вашего бизнеса, новый уровень дохода. Может быть, вы найдете еще какую-то линию бизнеса, которая будет приносить вам доход. И тогда у вас действительно все взорвется, как я говорю. Все пойдет наверх. Здоровье, улучшение здоровья. Я не помню, или я сказала однозначное улучшение здоровья, смена статуса. Я же говорю, это карта смены статуса. И тут еще я всегда говорю, тут не важно какая карта, ваш настрой очень важен. Ну и могу сказать, что улучшение материального положения, потому что тут еще есть символика бабочки. Бабочки – это деньги, бабочки – это любовь. Бабочки – это прекрасные существа, которые приносят все самое лучшее. Поэтому, дорогие рыбки, будьте готовы к прекрасному месяцу, в котором будут происходить только позитивные изменения. Настройте себя на это, и тогда это точно произойдет. Ну и общий совет для стихии. Посмотрим. Все желания исполнимы, говорит звезда. Главное, ваш настрой, как девушка настроена на кристалл, она именно настроена, это яйцо, я извиняюсь, это не кристалл, и она сама, можно сказать, прогревает это яйцо для того, чтобы вылупился. Ну, тут, конечно же, дракончик, помощник. И, соответственно, помните, что ваш настрой очень важен. Настройте себя на то, что все в ваших руках и что ваше желание уже исполнено. Ну а сейчас еще же и карта на исполнение желаний, потому что звезда – это тоже исполнение желаний. Только, знаете как, немножко терпения и не спешите. Все будет тогда, когда вы уже к этому готовы. Мы получаем наше желание, нашу цель. Ну, кроме того, что движением нельзя ничего, не получается ничего не делать. Да, бывает, падает для некоторых мешок с деньгами с потолка, или вдруг неожиданно принц на белом коне появляется. Но в основном ко всему надо стремиться и что-то надо делать. Ну что? Загадывайте желание, помните, формулировка важна, и экологичность вашего желания важна.
И, конечно же, оно должно касаться только вас. Смотрим. Перефразируй. Вы знаете, я сегодня снимаю уже вас не одну стихию снимаю, и я смотрю, что уже второй раз выходит карта «Перефразируй». Это значит, что вы неправильно формулируете ваше желание. Зайдите в плейлист «Измени свою жизнь к лучшему сейчас», и там есть именно видео на то, как правильно ставить цели и загадывать желания, как правильно их формулировать. Там я пошагово показываю во всех сферах, как правильно формулировать желания. Перефразируйте, и тогда ваше желание исполнится. Ну а на сегодня все. Я желаю вам, мои дорогие, счастья по умолчанию. И помните, счастье – это состояние души, и зависит оно только от вашего внутреннего состояния. Позвольте себе быть счастливыми, несмотря ни на что, несмотря на даже если сегодня в вашей жизни происходят такие ситуации, события, которые вам не совсем нравятся. Настройтесь на счастье, и оно точно будет. Люблю вас, мои дорогие. Пока.